Привет всем! Сегодня мы гуляем с ламой. Лама — это вот это интересное существо с ушками. Вот. Все это происходит в Австрии, в Каринтии. Это лето, это долина Гуркталь. Ну, немножко на горах все это, где-то 800 метров над уровнем моря. И вот эта ферма, где есть всякие интересные животные. А у нас подобралась теплая компания, у нас гости. А гостей надо развлекать. Вот мы гостей и развлекаем. Это у нас Беатрис. Беатрис, она очень хорошо знает дорогу, знает, что это ее работа, гулять с туристами. И она знает, где есть вкусная трава, чтобы полакомиться. Вообще она очень такая своенравная, то есть ее там заставить невозможно. Она знает, где вкусная трава, и начинает ее щипать. Мы идем по лесу, очень такой пейзаж, воздух, все такое. Обычно прогулка с двумя ламами, но в этот раз только одна, потому что все остальные вот со дня на день ждут потомства. А у Беатрис есть маленький, мы его чуть позже увидим, поэтому она уходит тоже, о нем беспокоится, про него думает. Вообще ламы, ну это понятно, из Перу, в горах, в Андах, родственник верблюда, правда без горба. Но ламы достаточно такие своенравные существа. Они жуют жвачку, как и верблюды, и могут плеваться, если их разозлить. Кроме того, если на ламу нагрузить больше, чем она хочет, чем она считает возможным нести, она не пойдет. И ничего ты с этим не поделаешь. Вот видите, даже мне дали подержать. Я с удовольствием, я и с руки кормил, очень мягкие губы. Ну, интересно. Вообще, ламы, самки лам, они в привилегированном положении, то есть их не заставляют работать. Вот в Перу самка, единственное, что она делает, это приносит потомство. Их не забивают на мясо. Вообще мясо ламы очень мало употребляется. А основная работа ламы – это носить груз. Вот самцы носят груз. От 20 до 40 килограмм. На расстоянии там, 20 километров в день, 25 километров в день могут пройти. А самки только рождают новых жеребят. 11,5 месяцев длится беременность. Вот, и рождается всегда один жеребенок. А шерсть не очень лам находит применение. То есть это фактически вьючное животное. Вьючное животное и только самцы. Так что, вот смотрите, какой лес красивый. Беатрис знает, что вот до этого момента я иду, потом надо поворачивать. И в какой-то момент она просто возьмет и повернет. И ничего ты с этим не поделаешь. Но вообще, смотрите, это я снимаю на высоте где-то 1,80 м, 1,85 м. Вот на одном уровне с ее головой. Ее погладить можно, она такая, на самом деле, не агрессивная. Вот. Единственное, она постоянно, она знает, где какая трава, чего ей хочется. А в этом ролике мы посмотрим на жеребенка, естественно, мы посмотрим на ее подруг, которые ждут жеребят. Мы увидим декоративных свинюшек, мы увидим куриц, декоративных кур. А еще мы побываем в нашем саду и кое-что посмотрим. Ну, вот видите, на обратном пути она тоже остановилась в том же месте. А вот эта ферма там. Ферма чисто такой туристическая. То есть общение с животными, такое сельское хозяйство для туристов. Ну, в Австрии несколько таких хозяйств есть. Вот одно из них в Каринтии. Тут у нее трава вкусная. Вот, ну, не может оторваться, мы не настаиваем. Вот смотрите, она побежала, и мне тоже приходится бежать. Спасибо, стабилизатор в камере хороший, сработал, выдержал. Вот. То есть она бежит, потому что вот знает, что ее ждет вот это существо. Знаете, обрадовать. Вот, мама пришла. Ух ты, как он.
Hormone. Нервные, не нервные, не росы. Das ist Hera und das ist Beauty. Aha, Und Beauty ist sehr schön. Подруги. Ja, Ja. man kann das sehen. Sie kommt dieses Baby heute, morgen, vielleicht übermorgen, gell? Und deswegen sie fühlt sich nicht mehr wohl, sie А папа в mag командировке nicht mehr. на другой ферме. Gell? Und das hier ist Kilari. Er hat jetzt wieder seine Milchbar. Aha. Aber sie genießt es jetzt schon wieder vom Baby weg, gell? Das ist Mama-Pause. Ja, ja. Aha, okay, wirklich? Ganz oben hat sie das Teil dann glaube ich nicht mehr gehört. Das Dann hat sie kann mit sein, den ja. Ohren angefangen, ein bisschen mehr. Obwohl ein Lama ein Herdentier ist, ja? Also normalerweise gehen wir immer zu zweit. Nur nachdem sie nur 4 Personen waren, haben die gesagt, versuchen wir mit einem Lama, gell? Aber wenn sie zu zweit Стоят, sind, смотрят. ist es besser. Ну, жеребенок пристроился попить молока, пока мама пьет водичку там. Еще аттракцион был почесать. Du magst nicht hübsch machen. Да, вот мы Беатрис расчесываем. Мне дали какой-то гребешок. Я гребешком тоже чесал. Ну, на самом деле интересно. Она стоит, терпит, не возражает. Wir werden sie dann scheren, wissen Sie, dieses Ab... Итак, сегодня в нашем саду это гибискус. Вы его уже видели, но просто я не удержался показать вам его в самом расцвете. То есть он цветет таким образом уже дней 10 минимум, может быть 2 недели. Смотрите, какое количество бутонов не раскрывшихся. Каждый день раскрывается один бутон новый. А вот это красное, это флоксы, но мы смотрим не флоксы, мы смотрим метельчатую гортензию. Вот там. И смотрите, это съемка где-то 1,5-месячной давности, а гортензия белая. То есть она еще белая. Она со временем меняет цвет. Ну, уникальное растение, уникальной красоты. И такое количество цветов, ну, просто вот... похоже, ей понравилось это место, где мы ее посадили. Вот смотрите, вот эта съемка недельной где-то давности, вот на прошлой неделе. Вот смотрите, уже красная. Вот, уже начали краснеть, розоветь. В конце она будет вся красная, такого малинового цвета. А сейчас идет вот процесс изменения цвета. Ну, очень красиво, конечно. Это мы заказали в Германии вот эти кусты. Одна такая метельчатая стоит возле гаража, и там тень. Ну, там меньше солнца, и вот она еще белая. Зато потом, когда эти уже отойдут, она станет вот такая красная малиновая, будет подольше. А мы с вами смотрим на курицу, которая шелковая. Это называется шелковые куры. Очень красивая. Даже не понять, что это курица. Сначала и не разберешь, что за существо такое. Шелковое. А вот этот красавец, это Орпингтон. Вот смотрите, в Ботфортах таких идет. Это Орпингтон, такая порода. Деловой такой, просто. Красавец. Вот он. А куры здесь тоже декоративные. Джейсон, Луиджи. Луиджи. А этот самый большой. Байсон? Байсон? Почему говорят грязный, как свинья? Ничего они не грязные. Очень даже симпатичные декоративные свинки. Ну, лучше не совать пальцы, да? Ну, то есть чисто декоративные. Посмотреть. А им специально грязь такую сделали или нет? Вообще все животные на этой ферме это чисто туристический такой вариант. Их погладить, с ними погулять. Ну, очень интересно. С детьми отлично, конечно, сюда приходить. Хвостики у них какие прикольные. Им больше нравится
называется, когда с земли А собирают. что ты им даешь? Да, одуванчики. это. Одуванчик? Да, одуванчики. Одуванчики все любят. Давай, типа, маленькому. Давай, выходи. Нет, er bringt nichts, weil er klein ist. Ein Huhn legt ein Ei. Что, яйцо? Ah, siehst du? В присутствии твоей подруги. Ну, он так хотел, он так хотел. А это ревнует. Изо рта у него сейчас. Вот, прекрасная ферма. Я, честно говоря, не ожидал, что получу столько удовольствия. Как бы думал, что это более для детей. А может быть, это я уже в детство впал. Но было интересно гулять с этой странной лошадкой, которая верблюд из Перу. На этом все. Кликните котика, подпишитесь на канал, включите уведомления и успехов вам!